Третий Wildberries за 3 дня. Новая атака на Москву. Дроны по складам и нефтебазам. Все подробности. Украина атаковала 7 российских судов в Азовском море. Россия ударила ракетой по турецкому сухогрузу у берегов Одессы. Новые удары по Ирану. Трамп обещает бомбить, пока в Иране не останутся только те, кто хотят мира с США. Иран оставил Катар без воды и света и отверг предложение США о перемирии. Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. В Великобритании новый премьер-министр Эндрю Берни. Сторонники встретили его овацией. Испания, чемпион мира по футболу, на родине сборную встречают с триумфом. И загадка цифры 19. Что общего между победителем чемпионата Ямалем и проигравшим Месси? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Украина осуществила одну из крупнейших атак беспилотников на московский регион с начала войны. Российские власти утверждают, что за ночь к Москве и области направлялись более 400 дронов. 85 уничтожили возле столицы. Главные последствия зафиксированы южнее Москвы. В Подольском округе эвакуировали крупнейший сортировочный центр Wildberries в Каледине. Компания утверждает, что сам комплекс не поврежден и возобновил работу. Однако украинские мониторинговые проекты и местные жители сообщили о взрывах и нескольких очагах пожара в этом районе. Во Львовском микрорайоне Подольска, по данным независимого проекта «Астра», горела нефтебаза. В Домодедове пожар охватил складской объект в индустриальном парке «Южные врата». Дрон также попал в жилую многоэтажку. Reuters сообщает о 10 раненых в Московской области. 7 пострадали в Домодедове, среди них 3 граждан Китая. Повреждения также зафиксированы у частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. За 3 дня под атакой оказались 3 логистических центра Wildberries. В Котовске Тамбовской области, Электростали и Каледине под Москвой. 2 первых 18 июля охватили крупные пожары. 3 эвакуировали, но повреждения пока не подтверждены. По данным издания «Медуза», в Котовске погибли 7 работников ночной смены, 25 получили ранения. В Электростале погиб 1 человек, еще 61 пострадал. Сотрудники обоих складов рассказывали о хаотичной эвакуации. В Электростале некоторым пришлось самостоятельно открывать автоматические ворота и покидать здание через грузовые двери. В Котовске люди, по их словам, бежали с территории через лес. Wildberries утверждает, что аварийные выходы открылись вовремя и эвакуация проходила по плану. Киев заявляет, что атакованные центры использовались для поставок подсанкционных компонентов для российских беспилотников и навигационных систем. Удары создали кризис внутри самого маркетплейса. Товары, находившиеся в Котовске и в Электростале, временно сняли с продажи. Для покупателей это означает исчезновение части позиций из каталога и возможные задержки, пока компания проводит инвентаризацию. Тысячи продавцов пытаются выяснить масштаб потерь. Некоторые оценивают сгоревшие партии в миллионы рублей и предупреждают, что могут лишиться бизнеса. По предварительным независимым оценкам, пожары могли затронуть до 15% складских площадей Wildberries. Ущерб самой компании и продавцам оценивают как минимум в 50 миллиардов рублей. Верхние оценки превышают 100 миллиардов. Дополнительное возмущение вызвали новые условия Wildberries. С 7 июля атаки дронов считаются форс-мажором, при котором площадка не обязана компенсировать уничтоженный товар. После протестов компания предложила скидки на хранение, бесплатную переброску остатков, льготные кредиты и отсрочки. Гарантированных компенсаций продавцы пока не получили. Украинские силы беспилотных систем заявили о ночной атаке на российские суда в Черном и Азовском морях. По словам командующего Роберта Бровди, дроны поразили 7 кораблей, 3 нефтяных танкера и 4 сухогруза. В операции участвовали подразделения «Птицы Мадьяра», «Немезис», К-2, полк «Рейд» и отдельный центр беспилотных систем. Опубликованное видео показывает последовательные и повторные удары, а также атаку на плавучий кран. Бровди утверждает, что число морских целей, пораженных в июле, достигло 183. Российские военные атаковали возле Одессы турецкий сухогруз «Golden Leo» под флагом Гвинеи-Бисау. По данным воздушных сил Украины, по судну выпустили 3 ракеты Х-59 или Х-69. Попадание пришлось в надстройку правого борта. Начался пожар. На борту находились 17 моряков из Сирии и Индии и украинский лоцман. Погибли 10 человек, включая лоцмана, 8 спасены и госпитализированы. Судно выходило из украинского порта с грузом кукурузы. Москва заявила, что поразила в Одессе 2 балкера с военными грузами. Украина называет удар военным преступлением и атакой на международное судоходство. С начала июля Россия, по данным портовой администрации, атаковала 17 гражданских судов и 23 портовых объекта. Экспортные мощности украинских черноморских портов сократились примерно на треть, с 6 до 4 миллионов тонн зерна в месяц. Центральное командование США завершило 9-ю подряд ночь бомбардировок Ирана. За 3 часа были атакованы иранские командные пункты,
ПВО, береговые радары, сети связи, морская инфраструктура, пусковые позиции и склады ракет и беспилотников. Удары зафиксированы возле Тебриза, где находятся подземные базы КСИР, а также в Хузестане, Хормозгане, Исистане и Белуджистане. Иран сообщил как минимум об одном погибшем. Полный масштаб разрушений независимо не подтвержден. The Washington Post сообщает, Пентагон перебрасывает дополнительные истребители и самолеты-заправщики и готовится к более масштабной кампании. Однако возможности США сокращаются. За месяцы войны американская армия израсходовала значительную часть запасов перехватчиков и дальнобойных боеприпасов. Только для защиты Израиля было выпущено более 200 ракет ТАД, около половины всего американского арсенала. Иранские удары повредили не менее 228 зданий и единиц техники на 15 американских объектах. Ангары, радары, склады топлива, средства связи и самолеты. Тем не менее, США вплотную приблизились к новому этапу полномасштабной войны с Ираном. После иранского удара по базе Мувафак-Салти в Иордании погибли 2 американских военнослужащих. Третий считается погибшим. Еще один военный умер в Ираке при контролируемом подрыве боеприпаса сбитого иранского дрона. Общее число погибших американцев с начала войны достигло 17. Дональд Трамп заявил, что 9-й подряд день ударов по Ирану проводится в честь американских военных, погибших в Иордании и Ираке. Последней жертвой стал военнослужащий, погибший при уничтожении боеприпаса сбитого иранского дрона. Всего с начала войны погибли 17 американцев. Более 420 ранены. Что ж, нам очень тяжело. Но, знаете, эти замечательные люди, эти великие патриоты, которые находятся там и сражаются за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, Ирану нанесен очень серьезный ущерб. В военном отношении они потеряли почти все. У них почти ничего не осталось. Есть несколько ракет, есть беспилотники, сохранились некоторые производственные возможности, но незначительные. Мы контролируем пролив. Они не контролируют ничего. Посмотрим, что произойдет. Но сегодня ночью мы вновь нанесли по ним очень мощный удар. Мы сделали это в честь, вероятно, 3, скорее всего, 3, а не 2 великих патриотов. Иранские удары серьезно нарушили работу энергетической системы Кувейта. Второй день подряд атакованы электростанции, совмещенные с установками опреснения воды. Возникли пожары, несколько энергоблоков, выведенные из эксплуатации. В жилые районы начали доставлять передвижные генераторы. Для страны с централизованным энергоснабжением это происходит впервые. Однако полного отключения национальной сети власти Кувейта не подтверждали. Из-за ракетной и дроновой угрозы приостанавливал работу международный аэропорт. Поврежден также нефтяной объект, есть раненые. Удары по опреснительным установкам особенно опасны. Почти вся питьевая вода Кувейта производится из морской. Повторные атаки создают риск одновременного дефицита электричества и воды. Уже не только для военных объектов, но и для миллионов жителей региона. КСИР параллельно заявил о поражении американской инфраструктуры в Иордании и Бахрейне. Иранские СМИ опубликовали спутниковые снимки, которые, по их утверждению, показывают повреждения. Независимого подтверждения заявления об уничтожении командных центров, систем связи и военного искусственного интеллекта нет. Новый кризис развивается в Ормузском проливе. Иран заявил, что остановил 2 танкера, якобы нарушивших установленный Тегераном маршрут, и пригрозил блокировать перевозки нефти, газа и химической продукции. Отдельно UKMTO сообщила. Возле Омана неизвестный снаряд поразил судно, начался пожар, экипаж эвакуирован. Связаны ли эти сообщения, неизвестно. Движение через пролив уже резко сократилось. Газовозы не проходили там несколько дней. Внутри Персидского залива накапливаются грузы. Через этот маршрут до войны шла примерно 5-я часть мировой торговли нефтью. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон открыт к переговорам с Ираном, но только после того, как Иран изменит свое поведение. По словам Рубио, Тегеран обещал прекратить атаки на суда и обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив. Однако вместо этого атаковал еще 3 корабля. Также Рубио утверждает, что Иран продолжает передавать сигналы о готовности к диалогу, а внутри иранского руководства растет раскол между сторонниками сделки и наиболее воинственной частью исламистской системы. Думаю, мы всегда открыты для дипломатии. Но она должна быть настоящей. Это должно быть соглашение, условия которого они готовы соблюдать. Посмотрите, неделю назад Иран должен был опубликовать заявление о том, что Ормузский пролив будет открыт и что он больше не станет нападать на суда. Вместо этого они атаковали 3 судна. Кажется, это было в прошлую пятницу или субботу. Поэтому, чтобы изменилось наше поведение, сначала должно измениться их. Но они не соблюдают его условия. Пролив должен быть открыт для свободного прохода, без сборов и нападений, без всего того, что они сейчас делают с этими судами.
Меморандум о взаимопонимании не может оставаться в силе, если они нарушают его условия. Могу сказать, что Соединенные Штаты всегда остаются открытыми для дипломатического решения. Мы неоднократно пытались договориться с Ираном и продолжим пытаться. Если эта дверь откроется, мы будем этому рады. Они продолжают подавать сигналы о том, что хотят разговаривать и вести переговоры. Но мы отвечаем на их действия, а их действия — это запуск ракет и беспилотников по судам, в том числе сегодня вечером. Они продолжают подавать такие сигналы напрямую, а также по многочисленным каналам через другие страны. Но, думаю, становится все очевиднее, что даже внутри их собственной системы усиливается раскол. Возможно, некоторые из ваших СМИ уже писали об этом. С одной стороны, есть те, кто понимает, что их экономика находится в катастрофическом состоянии и необходимо что-то предпринять, иначе очень скоро у них возникнут серьезные экономические и внутренние проблемы. С другой, те, кто придерживается крайне воинственных взглядов на жизнь и мир и продолжает запускать ракеты. Им придется самостоятельно преодолеть этот внутренний раскол. Мы продолжим отвечать. Если откроется путь к дипломатии, если сторонники конструктивных действий в интересах Ирана одержат верх и получат контроль над системой или переговорами, это станет очень позитивным развитием событий. К сожалению, сегодня вечером мы находимся не на этом этапе. МИД Ирана сообщил, что посредники передали Тегерану новые предложения. Но ответственность за расширение войны возложил на США. Посредники выдвинули предложения. Они были переданы нам, и мы их получили. Но пока позвольте мне не вдаваться в подробности. Я могу подтвердить, что в последние дни дипломатический аппарат продолжал активно работать, и что несколько посредников действительно передали нам определенные идеи. Когда Соединенные Штаты говорят о дипломатии, они подразумевают принуждение, запугивание, угрозы и санкции. Пока они продолжают действовать в этих рамках и пытаются навязать свои требования иранскому народу, нашим ответом, в свою очередь, будет защита достоинства Ирана и его национального суверенитета. По всем вопросам, связанным с национальной безопасностью Ирана, его международными отношениями и внешней политикой, мы постоянно проводим анализ и оцениваем возможные издержки и преимущества. Однако пока мы остаемся участником договора о нераспространении ядерного оружия. В связи с этим мы в полной мере осознаем как свои обязательства, так и свои ожидания, которые продолжаем четко излагать. Ответственность за любое расширение войны лежит исключительно на Соединенных Штатах. Настаивая на использовании территории стран региона, нарушая их суверенитет и посягая на него, Соединенные Штаты продолжают свои нападения на Иран. Мы неоднократно подчеркивали и вновь подчеркиваем, что не испытываем враждебности или неприязни ни к одной стране региона. Иран отверг новое предложение Катара, поддержанное США. 10-дневное прекращение огня в обмен на остановку американских ударов и открытие 2 судоходных коридоров через Ормузский пролив. Член иранской переговорной группы Мохаммад Маранди ответил: «Даже не думайте об этом». 2 днями ранее Тегеран вышел из меморандума о взаимопонимании. Заместитель главы МИД Казем Гарибабади заявил: «Переговоров с Вашингтоном при нынешних условиях не будет ни при каких обстоятельствах». А вот как прокомментировал ситуацию главный переговорщик со стороны Ирана, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф. Американцы продолжают перебрасывать в регион новую военную технику и при этом утверждают, что стремятся остановить войну. Они рассчитывают, что мы такие же недалекие, как и они сами. Мы уже достигли мастерства в распознавании этих американских игр и соответствующим образом подготовились. Заявления должны подтверждаться действиями, а не противоречить им. Йеменские хуситы объявили запрет на морское судоходство для Саудовской Аравии и призвали к мобилизации против общего врага. Финансируемое Ираном террористическое движение хуситов контролирует район Баб-эль-Мандебского пролива, ключевого маршрута между Индийским океаном, Красным морем и Суэцким каналом. Какие именно суда подпадут под ограничения, хуситы пока не уточнили. Вооруженные силы хуситов объявляют запрет на морское судоходство для преступного саудовского врага в соответствии с принципом «блокада в ответ на блокаду». Запрет вступает в силу с момента оглашения этого заявления. Мы подтверждаем право нашего великого народа отвечать блокадой на блокаду, а всеобъемлющей эскалацией на всеобъемлющую эскалацию. Закрепляя этот принцип, вооруженные силы хуситов подтверждают полную готовность к любому развитию событий. На любую безрассудную попытку безумного саудовского врага перейти к всеобъемлющей эскалации мы ответим жесткой и всеобъемлющей эскалацией, с дозволения Аллаха. В Вашингтоне готовят новую встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Она должна состояться в сентябре в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН. Госсекретарь США Марко Рубио заявил: китайские дипломаты продолжают согласовывать визит, признаков его отмены нет. Хотя Пекин-саммит пока окончательно не подтвердил. После майских переговоров США и Китай сумели сохранить хрупкое торговое перемирие, но не решили споры о пошлинах, редкоземельных металлах и передовых чипах. Главным политическим риском остается Тайвань. Новым раздражителем стали отвергнутые Пекином обвинения Трампа во вмешательстве Китая в американские выборы.
Мы ожидаем, что поездка состоится в сентябре. Они продолжают направлять свои команды для ее подготовки. Я не слышал ничего, что свидетельствовало бы об обратном, и у меня нет оснований полагать, что они не приедут. Это важно. В отношениях двух крупных и могущественных государств, таких как Соединенные Штаты и Китай, всегда будут возникать трения. Всегда будут вопросы, по которым мы не согласны. Но думаю, такие влиятельные и важные страны, как наши, обязаны продолжать диалог и поддерживать отношения. Мы обязаны делать это друг перед другом, перед нашими народами и перед всем миром. Не уверен, что мы окончательно это согласовали, но мы, безусловно, готовы встретиться с ними. А поднимете ли вы вопрос о жалобе на вмешательство Китая в выборы, о которой говорил Трамп? Я никогда не стал бы рассказывать вам на пресс-конференции, какие вопросы мы намерены поднимать на подобных встречах. Это деликатные темы. Посмотрим, как пройдет встреча. Мы определенно обсудим важные вопросы. Подаренный Катаром Boeing 747-8, который Дональд Трамп с 1 июля использует как временный Air Force One, снова отправят на доработку. Президент США вынужденно признал, примерно через месяц самолет снимут с рейсов еще на месяц, чтобы максимально усилить его защиту. Ну, у него много, очень много возможностей. Но, насколько я понимаю, примерно через месяц его отправят на дооснащение по максимуму. То есть его отправят, полностью дооснастят, и это займет около месяца. Поводом для временного снятия катарского Боинга с полетов стали вопросы к противоракетной защите и защищенной связи президентского борта. Самолет стоимостью около $400 миллионов министр обороны Пит Хексет официально принял от Катара 21 мая 2025 года. Его срочно переоборудовала компания L3 Harris. Дональд Трамп хотел начать пользоваться бортом перед Днем независимости США. Поэтому ради ускорения процесса часть сложных систем не установили. В июле Трамп сначала пролетел на катарском Боинге над горой Рашмор накануне Дня независимости, а потом отправился на новом борте номер 1 на саммит НАТО в Турцию. А вот обратно до британской базы Милден-Холл Трамп летел на старом VC-25A и только там пересел в катарский самолет. Тогда газета The New York Times сообщила, что пересадку рекомендовали службы безопасности. Новый борт уступает старому по системам обнаружения и отражения ракетных атак. Трамп это отрицал. После публикации Минюст направил журналистам газеты повестки по делу об утечке государственной тайны и потребовал показаний перед большим жюри. The New York Times оспаривает вызовы на допросы, называя их давлением на прессу. Марко Рубио и президент Ливана Джозеф Аун встретились в Вашингтоне и обсудили реализацию соглашения США, Ливана и Израиля. Оно предусматривает разоружение Хезболлы, передачу юга страны под контроль ливанской армии и поэтапный вывод израильских войск. Первым этапом должны стать пилотные зоны, согласованные на переговорах в Риме. Аун добивается от Вашингтона давления на Израиль и начала вывода его войск. Рубио заявил, что США поддержат восстановление полного контроля законного правительства над Ливаном. Сегодня утром все прошло очень позитивно. Как я уже говорил, лучшее, что может произойти для будущего Ливана, это появление правительства, законного правительства, его правительства, которое будет контролировать страну. Мы провели хорошую встречу. Думаю, он уедет во вторник. У нас состоится очень позитивная встреча с президентом Трампом. Думаю, президент Аун сможет вернуться в Ливан и сказать ливанскому народу, что именно он добивается положительных результатов для всех жителей страны. Христиан, суннитов, шиитов, бедуинов и друзов, всего населения этой чрезвычайно разнообразной страны. Не Хезболла и не Иран. Он представляет законное правительство. Именно с ним мы будем работать, и именно это правительство должно управлять страной. В Великобритании смена власти. Кир Стармер официально ушел в отставку, новым премьер-министром стал Энди Бернем. Процедура передачи власти в Великобритании основана на традиции, длящейся с 1721 года. Утром Кир Стармер произнес прощальную речь на пороге резиденции на Даунинг-стрит, 10 и отправился на встречу с его величеством королем. Сейчас я отправляюсь к Его Величеству Королю, чтобы подать прошение об отставке и завершить главу моей жизни, связанную с работой на посту премьер-министра. Моя работа окончена. За 6,5 лет я вывел нашу партию из исторического поражения 2019 года, преобразовал ее, подготовив к встрече с избирателями и привел к убедительной победе на парламентских выборах 2024 года. С тех пор величайшей честью в моей жизни было служить вам и этой великой стране в качестве премьер-министра. Я уверен, что сегодня Великобритания сильнее и справедливее, чем 2 года назад. Последняя встреча короля и уходящего премьер-министра – непростая формальность. Именно во время этой беседы официально заканчиваются полномочия премьер-министра. После встречи короля со Стармером еще одна важная процедура. Во время частной беседы 1 на 1 монарх формально предлагает следующему политическому лидеру официально стать премьер-министром Его Величества. После произнесенного «да»
назначение считается свершившимся, и новый глава правительства получает все полномочия. Энди Бёрнем стал 81-м премьер-министром Великобритании. Как и все предшественники, он будет жить и работать в резиденции на Даунинг-стрит, 10. Впрочем, первое, что он пообещал, это перенос части правительственной работы в родной Манчестер. Итак, кто такой Энди Бёрнем? 56-летний лейборист, новый премьер-министр Великобритании и уже 7-й глава правительства страны за 10 лет. В парламент он впервые прошел в 2001 году. При Гордоне Брауне руководил Министерствами культуры и здравоохранения. Занимал пост главного секретаря казначейства. Дважды безуспешно боролся за руководство лейбористской партии в 2010 и 2015 годах. С 2017 возглавлял Большой Манчестер. Во время пандемии публично спорил с Борисом Джонсоном из-за финансирования региона и получил прозвище «Король Севера». В июне Бёрнем вернулся в парламент, победив на довыборах в Мейкерфилде, затем без соперников возглавил лейбористов. Он обещает передать больше полномочий регионам, восстановить государственные службы и снизить стоимость жизни. Знаменитый кот Ларри, главный мышелов резиденции главы британского правительства, к смене власти отнесся хладнокровно. Это 7-й начальник в карьере главного кота на британской государственной службе. А вот толпа сторонников и однопартийцев Энди Бёрнема встретила нового премьер-министра на Даунинг-стрит овацией и объятиями. Я только что прибыл из Букингемского дворца, где принял предложение Его Величества Короля сформировать правительство. Принимая его, я особенно остро осознаю, что стал 6-м человеком за последние 10 лет, прошедшим по этой улице, и 7-м премьер-министром с 2016 года. Это повод задуматься и исполниться новой решимости. От политиков моего поколения требуется поднять уровень своей работы и принять новый вызов. Великобритания должна показать миру, что способна вновь обрести стабильность. Наша задача — заставить политику работать и работать лучше. Я знаю, что жители страны устали от политики. Я вас слышу. И хочу быть с вами честным. Мы работали недостаточно хорошо. Нам необходимо стать лучше. И мы станем лучше. Мы поможем людям жить достойно, построив государство, ориентированное на предупреждение проблем. Мы будем вкладывать средства в успех людей, а не расплачиваться за неудачи. Эта работа начинается сейчас. Скоро я войду в дверь позади меня и отдам свое первое распоряжение. Покончить в нашей стране с ситуацией, когда люди вынуждены ночевать на улице. Речь идет о том, чтобы поставить правильные ценности и стандарты во главу работы правительства. Забота о людях будет лежать в основе всего, что я делаю. Я отдам этой работе все силы и прошу каждого из вас работать вместе со мной. Давайте сформируем новое общенациональное чувство единства, общности целей и уверенности. Пусть этот момент станет началом времени, когда Великобритания вновь поверит в себя. Моментом, когда мы вернем надежду. Большое спасибо всем. Испания – чемпион мира по футболу 2026 года. Церемония награждения получилась необычной. Прежде всего, благодаря участию в ней Дональда Трампа. Торжественная часть началась со свиста. Дональда Трампа и Джанни Инфантино трибуны встретили громким гулом. Президент США помахал публике, затем вместе с главой ФИФА вручил медали аргентинцам и испанцам. После этого Трамп не ушел, а остался в центре подиума среди победителей. И лишь перед поднятием кубка его отвели в сторону. Родри получил золотой мяч, Испания для второй мировой титул. Церемония завершилась фейерверком и конфетти.
Ну а через несколько часов Испания встречала своих чемпионов. Пользователи соцсетей уже разобрали финал чемпионата мира на мемы. Повод – давнее знакомство Лионеля Месси и Ламина Ямаля. 19 лет назад легенда футбола Месси снялся в фотосессии, где он купает младенца Ламина Ямаля. А сегодня крайний полузащитник сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль стал первым футболистом, который к 19 годам выиграл и Евро, и чемпионат мира. Причем титул он взял 19 июля под 19 номером, ровно через 19 лет после знаменитой фотосессии, где 19-летний Лионель Месси, тоже 19-й номер Барселоны, купает младенца Ямаля. Теперь этот младенец победил Месси в финале. Сценаристы латиноамериканских сериалов уже могут расходиться. Жизнь снова написала сюжет лучше. Лионель Месси не смог выиграть второй чемпионат мира подряд. В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, тысячи болельщиков остались у обелиска после финала. Люди плакали, но скандировали имя капитана, благодарили сборную за новый финал и особенно вспоминали победу над Англией. Аргентинские газеты назвали результат концом мечты, сохранив Месси статус национального героя. Главный тренер Лионель Скалони заявил, что команда отдала все, а 39-летний Месси провел невероятный турнир. 8 голов, 4 передачи и рекордные 18 мячей на чемпионатах мира. После финала капитан не объявил об уходе из сборной. На следующем чемпионате мира, в 2030 году, ему будет 43. Такой сценарий выглядит маловероятным, но формально не исключен. Месси утверждает, что завершит карьеру не по возрасту, а когда перестанет приносить пользу команде. Более реальная ближайшая цель – Кубок Америки 2027 года.